Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня у меня на коррекции Марина. Эти ногти мы с вами посыпали блесточками. Все замечательно относилось. Выпал один камушек, и то Марина его не выпала, а выковырила. Поэтому у него просто не было шансов там удержаться. Мы же сегодня будем делать новые ноготочки для Марины, потому что Марина выходит замуж. Давайте поздравим ее с этим торжественным событием. Кто следит за моим инстаграмом, тот знает, что свадьбу мы уже отгуляли, все было замечательно, бокалы произвели фурор, очень красиво все это выглядело, поэтому, кто не знает, подписывайтесь на меня в инстаграме, чтобы не пропустить и такие подробности. Тем временем мы Марине будем делать перенаращивание, будем делать свежую форму ноготочков, поправлять все это безобразие таким образом, чтобы получить арочный красивый миндалик. Свежие перенарощенные ноготочки всегда выглядят очень хорошо, поэтому если какое-то событие у клиентки, я рекомендую именно перенаращивание, не коррекцию. Как обычно, подготавливаем ноготочки. Мы сняли старый материал, при этом оставили на ногте тонкий слой материала, чтобы не пилиться по ногтевой пластине. Отодвинули кутикулу, убираем птыриги, наносим праймер, базовый гель, все как обычно. Моделировать мы сегодня будем акрилатиком. Итак, непосредственно само моделирование. Основная наша задача очень хорошо, узенько, красивенько поставить форму. При постановке бумажного шаблона нам необходимо проследить за тем, чтобы он обязательно стоял уже, чем натуральная ногтевая пластина, чтобы был четко подрезан по форме гипонихия, чтобы там не было никаких лишних уголочков или дырочек, и чтобы у нас высота постановки формы соответствовала той форме искусственного ноготочка, который мы хотим смоделировать. Кстати, у меня есть два онлайн-курса по моделированию. Один из них миндаль, второй квадратик. Если вас интересует эта тема, заходите в магазин, ссылочку оставлю внизу в описании. И, кстати, акрилатик тоже у нас продается, можно посмотреть там же. В чем прелесть моделирования именно акрилатиком? В том, что мы в один прием, совершенно не напрягаясь, во всю толщину моделируем полностью готовый ноготочек. То есть нам нужно будет его только опилить. При этом просыхает акрилатик во всю толщину совершенно без каких-либо проблем. И поджимается он на 10-й секунде, если вас вдруг это интересует. Мы же тем временем опиливаем наши ноготочки по форме современный миндаль. Как обычно, начинаем опил с боковых параллелек для того, чтобы наметить для себя будущую форму ногтя. Далее переходим непосредственно ко всей поверхности. Скругляем таким образом, чтобы весь материал был поднят в верхнюю красивую арочку. Основное внимание уделяем лишнему материалу на боковых стенках. Боковые стенки у нас остаются довольно-таки плотными за счет того, что была узко поставлена форма, то есть бумажный шаблон был подставлен правильно, узенько, поэтому толщина в стеночках у нас сохраняется. Высоту апекса в данном случае закладываем по нашему желанию. Мы с Мариной сегодня захотели сделать ноготочки немножечко потоньше, потому что у нас будет еще довольно-таки громоздкий объемный верхний дизайн. Поэтому высоту апекса в данном случае я слегка понизила. Вообще, в принципе, я люблю объемные апексы, как вы знаете на моем канале, как бы не горбатые, но в то же время, чтобы объем в апексе у нас сохранялся.
В общем, вот вам практически без ускорения, совершенно без каких-либо лишних движений, полностью моделирование формы современной миндаль. Можете рассмотреть все нюансы. Если же вам этого недостаточно, приходите на онлайн-курс, где я не только эти все нюансы покажу, но еще и расскажу. Если же где-то мы немножечко накосячили с высотой постановки формы, у нас получается слегка плотный торец у ноготочка. Для того, чтобы это поправить, мы берем фрезу и буквально одним движением изнутри убираем излишки материала. В данном случае на этом ноготочке у нас поехала форма, пока мы ее донесли до лампы, но тем не менее это все поправимо и ничего страшного в этом совершенно нет. Ну а теперь самое любимое, самое красивое – это дизайн. Мы с Мариной выбрали вот такой вот благородный персиковый оттенок для того, чтобы задать цвет нашим ноготочкам. Продумываем композиционное движение дизайна на наших ногтях и думаем, какие части мы оставим под дизайн, а какие части мы прокрасим. В данном случае все ногти в 100% поверхности у нас будут под дизайном. То есть где-то у нас дизайн будет на половинке ноготочка, где-то на треугольничке, где-то на целом ногте. И оставшаяся часть ноготка у нас будет покрыта вот таким вот персиковым оттенком. То есть мы покрываем наши ногти, а на оставшихся частях будем рисовать непосредственно сам дизайн. Для того, чтобы добавить волшебности нашим ноготочкам, покрываем наш цвет вот такой вот втирочкой пигментом. Он у нас втирается в остаточную липкость, и наши ноготочки становятся с эффектом атласа, еще и с небольшим золотым отливом. А далее покрываем ноготки матовым топом и уже поверх матового покрытия будем рисовать непосредственно наш дизайн. В данном случае мы используем краски для 3D объема, белую красочку, которую я смешала с цветом, которым я покрывала ноготочки. У меня получился более светлый персиковый оттенок. Именно этим оттенком я начинаю набрасывать для себя те элементы дизайна, которые хочу видеть в конечном итоге. Внимательно сразу же на первом этапе расставляю объемные капли, то есть дизайн у меня пойдет в объем. Дальнейшими слоями материала я буду поднимать дополнительно те объемы, которые я себе задумала, поэтому именно на этом этапе эти объемы здесь задумываются.
Итак, я высветлила свой оттенок, добавив туда еще немножечко белого цвета, сделала его немножко посветлее и начинаю поднимать те места, которые у меня будут самые объемные. Наношу туда еще дополнительные капли материала и свожу их на нет. То есть на всех элементах объем будет плавненько подниматься и не спадать. То есть он не будет одинаковый по всей длине линии, которую я задумала. Он будет где-то виднее, где-то более плоский, где-то более объемный. Вы увидите это в конце на готовой работе. Эти манипуляции я провожу в 3 этапа, то есть получается первым этапом я нарисовала подмалевки, вторым более высветленным вырисовываю еще один уровень объема и третьим чистым белым подчеркиваю самые объемные части. Ну а теперь да здравствует Марина и, конечно же, куда мы без кучи страз. Поэтому размещаем стразики по всему нашему дизайну. В основном стразы у нас разграничивают зоны с объемным дизайном и те зоны, которые мы просто прокрасили. А на безымянных ноготочках стразы мы разместим в серединке наших объемных элементов. Та-дам! Вот такие ногти у нас получились, девочки. Камера совершенно не передает блеск и богатство, поэтому я никак не могу вам рассказать, насколько круто это смотрится, кроме того, как вживую сказать, что это просто потрясающе. Надеюсь, вы поверите мне на слово, потому что остальные клиенты, которые видели эти руки, кричат, что мы тоже хотим такой дизайн. Но для такого дизайна нужен соответствующий повод. И я надеюсь, у вас в ближайшем будущем повод для такого дизайна найдется, вы обязательно его повторите. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, пока!